Всем привет! Меня зовут Анатолий, я рад видеть вас на моем YouTube-канале. И сегодня мы поговорим с вами о том, как лучше читать Библию. Я знаю, что когда люди только начинают это делать, у них часто возникают проблемы, потому что они не знают, что нужно делать, как подходить к ней, откуда брать идеи и как вообще получается так, что у кого-то есть какие-то мысли по поводу того, что прочитал. Ведь она довольно сложно написана, и часто перевод, если старый, то сложно читается и очень сложно ориентироваться. Поэтому я сегодня дам советы по тому, как я читаю, и думаю, что они могут вам помочь, если вы будете их выполнять. Первый, наверное, самый главный совет в самом начале – нужно выбрать время в вашем дне, когда вы собираетесь читать. Я советую выбрать конкретное время в каждом дне, чтобы вы могли поставить себе в расписание, допустим, 15 минут чтения, не знаю, 30 минут, час, сколько вы хотели бы, столько вы и ставьте себе в свое расписание. Но знайте, что именно это время предназначено для чтения, то есть вы больше ничего не будете планировать на это. То есть если у вас есть планник какой-то, да, планер или ежедневник, или просто календарь в Гугле вы используете, то вам необходимо выбрать именно то самое время, которое вам кажется наиболее подходящим. Кто-то берет утро, кто-то в обед, кто-то вечером. Это нужно выбрать именно под вас индивидуально, чтобы подходило как можно лучше. Следующий совет, он вытекает из предыдущего. Когда вы выбрали время, необходимо выбрать место, где вы будете читать, чтобы вас никто не отвлекал. Я знаю, есть много факторов отвлекающих. Если вы читаете Библию из телефона, то я советую ставить на авиарежим, потому что иначе будет много сообщений именно в этот момент или еще что-то будет вас отвлекать постоянно. Если вы поставите авиарежим, то никто вас не будет отвлекать, вы будете сосредоточены на чтении и не будете думать о том, что вам кто-то что-то написал, нужно срочно ответить. И я советую выбрать действительно уединенное место для того, чтобы никто не помешал вам, когда вы читаете, чтобы ничто не отвлекало. Я обычно нахожу это где-то уголок. То есть я знаю, люди иногда выбирают и туалет для этого, так как больше нету других тихих мест. Но важно сказать своим родным, близким, что вы собираетесь почитать, и вам хотелось бы тихого времени, чтобы вас в этот момент никто не отвлекал. Либо встаньте намного раньше, чем просыпаются все ваши близкие в доме. Следующий важный шаг – нужно выбрать книгу в Библии, которую вы собираетесь читать. Потому что, или план чтения, по которому вы собираетесь пойти. Есть несколько разных вариантов. Можно Библию читать за год, за полгода, за 3 месяца, за 5 лет. То есть вы можете выбрать его для себя. В интернете много этого. Вы можете прям загуглить план чтения Библии на год. И вам будут места из Писания, которые вы планировали бы читать. Но я советую читать от Бытия до Откровения, как Библия написана, так и идти. Тогда вам будет постепенно открываться все больше и больше нового. Кто-то не любит так, потому что долго идти до Нового Завета, где основные, новые доктрины современного христианства. Но мне нравится читать от Бытия, потому что это больше вдохновляет, потому что ты идешь как по книге, то есть ты начинаешь от корки и до корки прочитываешь. Таким образом, если вы выбираете книгу, то вы выберите ту, которую, может быть, вы не читали, или, может быть, вы очень сильно хотели, но каждый раз боялись к ней подходить, потому что она кажется вам сложной. Советую выбрать именно такую книгу. И следующий мой совет – это обязательно прочитайте контекст. То есть, если вы выбрали какую-то книгу из Библии, то вам необходимо прочитать исторический контекст, в какие года было написано, кто написал, кому написал, какие были проблемы в это время в обществе. Тогда вам будет лучше открываться картина, которая написана, потому что вы будете иметь в виду, что у этой общины или у этого народа, у израильского, было в тот момент именно вот такие переживания, и поэтому написана вот эта книга, или именно кто автор, вы будете понимать хотя бы. То есть это дает чуть больше понимания при чтении Писания. Если у вас мало времени, вы выбрали, у вас не можете вы выделить несколько часов себе или 1 час, то советую читать по одной главе, прочитать одну главу, может быть, несколько раз, и не может быть, а точно несколько раз. Также посмотреть другие переводы этой главы, и таким образом вам будет понятнее именно, что в одной главе говорится.
И так вы будете идти постепенно, шаг за шагом, главу за главой, и прочитаете, пусть не за год, но за несколько лет полностью Библию. Следующий совет. Вы прочитали всю главу, и я советую тогда выбрать место, которое вам больше всего понравилось, да, то есть которое вам больше находится отклика на данный момент. То есть на что вы обратили именно внимание в этой главе. Тогда вы можете посмотреть перекрестные ссылки на эти текста, то есть где еще указывается в Библии про это говорится. Это обычно есть, если вы читаете в бумажном варианте, там всегда есть сноски, где еще есть наподобие текста Писания именно на этот стих, и вам проще тогда будет перейти, посмотреть. Если в электронном, то вы тоже можете нажать и посмотреть перекрестные ссылки. Это очень удобно, вы тогда можете посмотреть развитие этой мысли в дальнейшем, и на что конкретно автор намекает, и на что вся Библия говорит по этому месту. После того, как вы посмотрите перекрестные ссылки, прочитаете несколько раз место Писания, то советую написать свое мнение по этому поводу, то есть что конкретно Господь открыл для вас, то есть что, по-вашему, написано в этом месте. Советую записать это либо на бумаге, либо в электронном варианте, и тогда у вас будет уже мнение какое-то более-менее сформированное по поводу главы. Если вы не знаете, что конкретно писать, то я советую задать себе несколько вопросов при чтении, что Бог говорит в этом месте, как Бог говорит мне поступать и что я могу сделать уже сегодня. Это такие вопросы, которые я обычно задаю сам себе, когда читаю, чтобы было понятно, что я могу исполнять и к чему стремиться, что Господь хочет от меня. Также записать, если вы хотите в электронном варианте, очень удобно записывать в Телеграм-канале, создать отдельный Телеграм-канал, в котором только лишь вы участник, он закрытый будет, никто другой не может присоединиться, либо вы можете кого-то присоединить с другом вместе, если вы читаете, почему бы и нет, и туда писать свои мысли, тогда они у вас не потеряются, сохранятся, и вы можете их перечитывать в дальнейшем, когда вы, может быть, будете читать повторно эту главу, то вы будете знать уже свое мнение в прошлый раз, какое было, и вы сможете добавить новое. И последнее, что я советую сделать, после того, как у вас сформировалось ваше мнение, вы прочитали уже все, то советую посмотреть комментарии какого-то автора на эту же главу, на эту же книгу. Есть много интересных популярных комментариев, которые вы можете найти по конкретной книге, которую вы выбрали из Библии. И есть действительно устоявшиеся авторы, то есть которые уже много веков прошли вместе с церковью, и их все признают. Если вы боитесь выбрать неправильного, да, то вы можете выбрать того, которого все признают, чтобы действительно у вас было понимание, какое мнение у церкви по этому месту Писания, то есть по этой главе. Вы можете сравнить его со своим мнением и понять, насколько вы близки или далеки от того же, что сказал по этому поводу другие люди, говорили, высказывались, и тогда вы сможете почувствовать единение с общей церковной историей, потому что часто ваше мнение сходится действительно с мнением других авторов, и вы увидите чуть больше глубины, скорее всего, в их комментариях из-за того, что они профессионально это делают, они занимаются этим много лет, то вы увидите, насколько глубоко открывается Писание, и насколько еще можно много почерпнуть из этого места, и действительно вы увидите и свои какие-то мысли в этом же, и поймете, может быть, что-то выберете оттуда для себя, какую-то мысль, больше коснется, может быть, она вас, чем ваша мысль. На этом будет закончено ваше изучение на день, и тогда вы сможете записать конкретную мысль уже для себя, и вы будете чувствовать наполнение, потому что Писание будет открываться для вас каждый день по-новому, и вы будете понимать, что вы прочитали, как вам это использовать, и это действительно будет влиять на вашу жизнь, ведь не просто вы будете знать, но если вы будете это исполнять, то ваша жизнь наполнится Писанием, как этого и хочет Господь, чтобы вы наполнялись Его Словом. Надеюсь, эти советы будут вам полезны. У меня все. Увидимся в следующем видео. Пока!